Как и в любое время года, Париж зимой роскошен и притягателен для туристов. Преимущества этого сезона заключаются в разнообразии праздничных и развлекательных мероприятий, отсутствии ажиотажа вокруг легендарных музеев, выгодном шопинге и общем снижении цен, в том числе на авиабилеты и отели. Зимой сюда приезжают юные влюбленные пары, семьи с детьми и не только. Для каждого путешественника зимний Париж становится источником сильнейших позитивных эмоций и восхитительных впечатлений. Основные достопримечательности Парижа и в первую очередь это, конечно же, Эйфелева башня. Она возвышается над центром Парижа чуть больше 100 лет, но именно она стала символом французской столицы. Основные туристические массы устремлены к ней, ее фотографируют чаще, чем другие достопримечательности Парижа. Подсчитано, что за всю историю башни ее посетили больше 200 миллионов человек. Лувр – это огромный музей, первый по посещаемости в мире. Его коллекции охватывают не только произведения изобразительного искусства Европы, но и богатейшие собрания творений Древнего Востока, Египта, Греции, Рима, включая прекрасную коллекцию искусства ислама. Елисейские поля. Центральная улица Парижа протянута от Триумфальной арки до площади Согласия. Длина ее составляет 1915 метров. Туристов привлекает удивительной архитектурой, прекрасным ландшафтом, множеством магазинов и бутиков. Архитектурные достопримечательности – Елисейский дворец, Большой и Малый дворцы. Люксембургский сад и дворец. Сад занимает территорию в 26 гектара. Это прекрасное и уютное место для отдыха, где можно полежать на зеленых лужайках, прогуляться по цветущим аллеям, полюбоваться скульптурами, устроить романтическое свидание. В центральной части парка сохранили цветники у пруда, разбитые в 17 веке. Холм Монмартр. Высота холма 130 метров. Это самая высокая точка Парижа, где расположен жилой квартал. Невероятно популярный у туристов романтической атмосферой. Остров Сите расположен в центре Парижа, соединен с берегами Сены и островом Сен-Луи 9 мостами. Исторические памятники острова привлекают туда множество туристов, многие называют его сердцем Парижа. Здесь сохранилась особая атмосфера старинной светской жизни и основные достопримечательности острова – готическая капелла Сен-Шапель, собор Парижской Богоматери, дворец правосудия, бывший королевский замок Консьержери. Катакомбы Парижа – сеть подземных тоннелей длиной 1,5 километра. Это одна из самых необычных достопримечательностей города. Первые шахты появились еще при строительстве города, из них добывали камень для возведения зданий. Блошиный рынок Сент-Оuen – один из самых крупных рынков антиквариата и подержанных вещей. Своим внешним видом павильоны больше напоминают художественные галереи или музеи. Атмосфера рынка создавалась десятилетиями, на рынке играет живая музыка, построены уютные кафе и рестораны. Центр Жоржа Помпиду – необычный музей современного искусства, выставки которого поражают воображение всех посетителей. Само здание музея имеет оригинальный вид, внутренние интерьеры имеют стиль хай-тек. Культурный центр открыт в 1977 году. С 1992 года в нем стали проводить кинопоказы и лекции. Улица Монтергель – историческая улица, где можно любоваться прекрасной атмосферой и архитектурой Парижа, совершая покупки в многочисленных сырных, винных и рыбных лавках, пекарнях и кафе. Друзья, а какие ваши любимые достопримечательности Парижа? Делитесь в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить в сфере туризма.